Здесь же я, Алексей Осин, обсуждаем важные и важнейшие события. Ну, может быть, действительно где-то и поспорим. Начнем с откровений Такера Карлсона. Вообще в развеселое время живем. Обычно, если хотят предупредить, подобную информацию через соответствующие каналы распространяют. Ну и чтобы были в готовности спецслужбы другой страны. И речь о том, что Такер Карлсон фактически обвинил администрацию Байдена в попытках убить российского президента Владимира Владимировича Путина. Вот тут вопрос возникает, зачем он это сказал? Вот какая политическая цель у этого, так сказать, громкого заявления? Не знаю, потому что я, конечно, не исключаю, что администрация Байдена могла готовить политическое убийство. В принципе, для американцев достаточно стандартное решение некоторых проблем. Значит, не вижу никаких причин, которые мешали бы им готовить, допустим, убийство Путина. Естественно, они бы в этом бы не признались, но, в принципе, при определенных условиях могли вполне попробовать. И, в общем-то, совершенно очевидно, что российское руководство не исключало возможность покушений, в том числе и со стороны Соединенных Штатов. Поэтому усиливало и меры охраны там, и так далее. Вот. Но у меня вопрос, откуда об этом знает Такер Карлсон? И чему это сказал Байден? Ну, скорее Трамп. Вот, если ему это сказал Трамп, то откуда это знает Трамп? Значит, и почему об этом тогда говорит Такер Карлсон, а не Трамп? Ну, то есть всегда возникает вопрос, откуда вы это знаете? То есть не просто я вот вам говорю, что Байден хотел вас убить, да? А откуда вы это знаете? Мы-то знаем, что, значит, Такер Карлсон, да и Трамп тоже неровно дышит к Байдену. И что у них и тяжелая история взаимоотношений, и продолжающаяся внутриполитическая борьба и так далее. То есть в рамках этой борьбы они вполне могут дезинформацию сбрасывать, но если они действительно пытаются кого-то проинформировать, да? Ну, во-первых, какая нам разница, что хотел сделать Байден, если он уже не президент? Или программа продолжает действовать, или как? Значит, при новом президенте. Вот. А во-вторых, еще раз повторяю, для того, чтобы подобного рода заявления всерьез рассматривались, надо, по крайней мере, объяснять, откуда информация пришла. Мне сказал президент Трамп, да, который там в ящике стола в овальном кабинете нашел записку Байдена «Мечтаю убить Путина». Или он видел документ. Или, значит, ЦРУ доложила Трампу о том, что был такой вот проект. Ну, на что-то же надо сослаться, по крайней мере. То есть, или Байден на свои деньги нанимал киллера. Просто так, в частном порядке. Ну, как это происходило? Или Байден просто с кем-то обсуждал, что неплохо было бы. Или это вышло на уровень практической реализации. И, во-вторых, если это вышло на уровень практической организации, то программа остановлена или продолжает действовать с уходом Байдена? Ну, так это просто сотрясение воздуха. Значит, Байден негодяй и мерзавец. Вот, кстати, он еще и Путина хотел убить. Ну, может, вот это и есть цель? Байден негодяй и мерзавец? Возможно, но, опять-таки, для внутриамериканского потребления это преступление. Повторяю, для американцев это стандартное политическое решение. Убить лидера государства, который им мешает. Они неоднократно говорили, что они считают, что если бы Путина не было, то у них бы проблем с Россией было бы значительно меньше. Поэтому у меня лично не было сомнений, что если у них будет возможность, они его убьют. А вот это важный вопрос, кстати говоря. Насколько они правы, как вы считаете в данном случае? Вот, в смысле? Что значит правы? Ну, в том, что... Потому что они убивают тех, кто им мешает? Нет, я не про это. Я говорю, и Трамп несколько раз он говорил, он не о России говорит, а он конкретно говорит о Путине. То есть он как бы вот... Они считают, что у нас есть Путин, который решает все, а страна так ни на что не влияет. Ну, я, может, утрирую немножко. Понимаете, система российская действительно ориентирована в значительной степени на Путина. Иначе бы он бы не находился во главе этой системы на протяжении уже 20 с лишним лет и будет находиться в районе 30, включая срок премьерства. Значит,
То есть Путин, безусловно, является такой осью этой системы, на которой она вся нанизана. Безусловно, все прекрасно понимают, что Путин не вечен, и что рано или поздно она будет работать без Путина. Значит, и все прекрасно понимают, что рано или поздно, значит, будет даже конкуренция за, сказать, позицию президентскую, то есть будут выдвинуты разные предложения. Да? Даже сейчас уже видно определенное количество людей, которые пытались, значит, поконкурировать и сошли с дистанции. Люди, которые, значит, не сошли с дистанции, продолжают конкурировать. Может быть, еще кто-то выйдет на дистанцию, еще время есть, достаточно, там, до 30-го года. А, в принципе, теоретически Путин может находиться во власти до 36-го года в качестве президента. Значит, поэтому можно еще, сказать, за это время многие могут уйти, и многие новые прийти. Вот. Значит, то есть понятно, что когда эта система начнет функционировать самостоятельно, и, в общем-то, в этом и стоит задача, значит, добиться от нее нормального функционирования в отсутствие Путина. Но на сегодняшний день, безусловно, как Путин является звеном, цементирующим эту систему. И вот если предположить, что, значит, завтра с утра Путина нет, пропал просто, растворился. Значит, просто начинается даже политическая конкуренция. Святое место пусто не бывает. Надо проводить президентские выборы в таком случае. На президентские выборы, понятное дело, выйдет несколько конкурирующих групп со своими лидерами. Начнется внутриполитическая конкуренция. Они будут бороться, причем бороться серьезно. И учитывая, что вообще-то российская политическая традиция предполагает, кстати, борьбу на износ, да, в таких случаях, значит, то в условиях еще и внешней угрозы это, в общем-то, достаточно серьезно дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в государстве. Любые выборы дестабилизируют внутриполитическую ситуацию. Но, повторяю, подобного рода выборы, безусловно, будут дестабилизировать. Поэтому, конечно, ориентация на то, чтобы убрать Путина из системы, да, она всегда будет одним из методов решения проблем наших врагов. Ну и, соответственно, тут стоит, наверное, отметить, что когда уходит сильная такая фигура, сильная личность, такая исторического масштаба в истории нашей страны, то во многих случаях дальше все было не очень хорошо. Ведь об этом же думают сейчас, правда? И после Ивана Грозного, например. Речь идет не столько об уходе фигуры, да, потому что сильные фигуры уходят в разных ситуациях. Дело в том, что если, опять-таки, сравнивать там, Ивана Грозного, Петра I, Путина, то это люди, которые стоят у истоков формирования новой системы. Путин фактически создавал современную Россию на пустом месте, которое ему досталось после Ельцина, на выжженной земле. Поэтому эта система во многом является путинской системой, ориентированной на него. Это я еще раз повторяю, что он ее... Мы даже просто можем, значит, отследить там несколько экспериментов, которые он запускал для того, чтобы заставить эту систему действовать в самостоятельном режиме. В том числе и попытку организовать, значит, более-менее нормальную партийно-политическую жизнь, которая провалилась полностью. То есть, я уже говорил об этом, российские политические партии в основном ориентированы на то, чтобы поддержать исполнительную власть. Значит, то есть внутриполитическая конкуренция у них условная за то, какую партию назначит партия власти. Это по сути дела, означает, что как партийная система не сложилась. И это, в общем-то, не российская проблема, потому что в нынешних условиях, когда как идеологическая борьба практически ушла на второй план, значит, то и отсутствие партийной системы логично, потому что мы видим, допустим, что партии в Европе, европейские, да, которые раньше очень четко делились на консерваторов, либералов, левых, там, правых, а сейчас не выступают в основном с одной и той же программы. У них есть условные различия. Но, извините, ХДС, ХСС, которые были христианскими консерваторами, стали поддерживать самую
леволиберальную повестку. Совершенно спокойно вступали в коалиции с левыми либералами, причем принимая их позиционирование. Потому что это, кстати, стало повесткой общезападной. Но ведь новые силы, новые партии тоже появились. Французские правые или там АДГ в Германии. Они не появились, они просто... трансформировались. Они в условиях, когда вот эта леволиберальная повестка себя дискредитировала, потому что стала разваливаться экономика. Да? Зеленая экономика не сложилась. Значит, возник спрос на возвращение, значит, к исконной экономике. Да? Это то же самое мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Но обратите внимание, что по основным позициям, да, противоречий у европейских правых, европейских левых, у американских правых, американских левых нету. Значит, и там Соединенные Штаты должны быть гегемоном, значит, должны вернуть себе или отстоять за собой эту позицию. И тем мешают Россия и Китай. Есть тактические расхождения. Каким образом и в каком порядке уничтожать Россию и Китай? Начинать с Китая или с России? Там, давить экономически или военным путем? И так далее. Но серьезных каких-то критических расхождений, которые говорили бы о совершенно разном взгляде на политическое будущее планеты или даже на политическое будущее своих стран, нету. Это не то же самое, что, допустим, было в начале 20 века, когда левые и правые различались кардинально. И приход одной из политических сил менял курс страны на 180 градусов, в том числе и внешнеполитический. Сейчас такого нету. Сейчас даже, в принципе, не важно знать, а в Великобритании премьер-министр лейборист или консерватор. Это не играет существенной роли с точки зрения ни внешнеполитического, ни внутриполитического позиционирования Великобритании. И республиканцы с демократами тоже одно и то же. Ну да, так я говорю. А вот я приводил пример с ХДС, ХСС. Но это чисто как правоконсервативная сила. И когда-то называли правыми радикалами, сейчас они называют АДГ фашистами, а когда-то в Советском Союзе их называли фашистами. ХДС, ХСС. Потому что они действительно были такими серьезными, достаточно крайне правыми консерваторами. Правее них в немецкой политике никого не было в официальной. Сейчас они выступают с вполне леволиберальной повесткой. И, в общем-то, не собираются ее менять, потому что сейчас как он там, Мерцель, да? Или Мерц, да. Мерц. Вот, он выступил с такими антимигрантскими заявлениями, да? Но при этом он же де-факто демонстрирует готовность заключать союз с кем угодно, кроме АДГ. А его антимигрантские заявления может поддержать голосованием только АДГ. То есть коалиция, любая другая, не поддержит это. Следовательно, для создания коалиции ему надо будет отказаться от своих вот этих вот предвыборных обещаний. То есть понятно, что это попытка привлечь голоса, попытка отобрать голоса у АДГ, значит, но менять курс либеральный он не планирует на самом деле. Он просто скажет избирателям, что с целью создания коалиции пришлось. Так Шольц тоже реверансы делает в разные стороны. Пришлось уступить, да. Значит, потому что мы же не могли создавать коалицию с этими фашистами из АДГ. Мы же должны были создавать коалицию с порядочными людьми. Вот пришлось в мигрантском вопросе поэтому уступить. А так вообще в основном все хорошо. Вот. То есть, мы видим совершенно на сегодня достаточно стерильную систему, в которой партии играют второстепенную роль. Потому что решение о выборе курса принимается на совершенно другом уровне. Его принимают исполнительные структуры, на него влияют общественные организации, а люди, которые приходят в парламент, просто чисто механически, так сказать, оформляют это путем голосования. Я уже когда-то говорил, что даже с точки зрения не каких-то идеологических голосований, а с точки зрения чисто технических голосований по законам, необходимым правительству, да? По экономическим законам. На сегодня
эта сфера такая разветвленная, такая сложная, что один депутат, как это было, допустим, в XIX веке, не может быть специалистом во всех сферах. Более того, он не может даже прочесть все законы, за которые он голосует. И, может быть, кто-то там найдется, значит, кто принципиально их прочтет, да, но я даже не уверен, что он потом вспомнит, что он читал. Вот. А тем более нормально разобраться с этими законами, которые касаются самых разных сфер деятельности человеческой, значит, вникнуть в каждое из них, собрать информацию о том, личную информацию, да, не то, что тебе положили на стол в виде уже написанной справки, да, а то, что ты собрал лично. Значит, это просто нерешаемая проблема. То есть де-факто депутаты и политические силы, партии, они все равно должны верить исполнительной власти. То есть вот принесло правительство закон и говорит, этот закон хороший, за него надо проголосовать. Вы не можете самостоятельно в какие-то сжатые сроки по какому-то специфическому закону, да, принять самостоятельное решение. Какие-то отдельные люди могут, да, потому что они в этом деле специалисты. Есть в парламенте специалисты по конкретному вопросу, нет в парламенте специалистов по конкретному вопросу. Он же формируется не по квотному принципу, да, давайте мы специалистов по рыбной ловле, специалистов по газу, специалистов по нефти, специалистов по дорогам, там, по коммунальному хозяйству, значит, по сельскому хозяйству и так далее. Нет, он формируется по принципу, нам человек понравился, мы за него проголосовали. Нам программа понравилась, которую нам предложили, мы за нее проголосовали. Значит, партия провела своих людей. Они могут быть кем угодно. Они могут в чем-то разбираться, в чем-то не разбираться. Значит, правительство им дает пакет законопроектов, они за этот пакет голосуют. Потому что они правительству доверяют. Да? Они его поддерживают. Но, повторяю, если раньше именно депутат парламента, да, он голосовал за закон осознанно, то сейчас он за закон голосует, потому что он доверяет правительству. Ну, или своим товарищам по фракции. Или своим товарищам по фракции, да. Я говорю, может быть человек, который вот в данном конкретном законе разбирается, да, но разбираться во всех законах, которые он принят, он не может, просто потому что идет постоянный вал. Раньше действовало стандартное системное законодательство, и в основном парламенты там ломали копья по поводу бюджета, значит, по поводу каких-то внеплановых расходов, по поводу каких-нибудь там военных расходов там, и так далее. Это был достаточно неторопливый процесс, который позволял подробно разобраться с каждым законом и вникнуть в него. Сейчас вот просто на это нет времени. И, повторяю, это проблема всех государств, потому что везде это поставлено на поток. Помимо всего прочего, у вас идут законы о ратификации международных соглашений, которые подписываются постоянно. Раньше там Пушкин написал про Александра Первого «В Россию едет кочующий деспот», да? Значит, потому что Александр там, после 15 года достаточно долго путешествовал по Европе, значит, ведя переговоры там, да? Значит, так вот, тогда эти там 1,5 года, которые он провел фактически в Европе, или 2, значит, они казались вечностью. Императора нет на месте. Он все время где-то там в отъезде. Как правило, главы государств друг к другу в гости не ездили. Ни на какие конференции международные они не выбирались. В лучшем случае приезжал посол, и обсуждалось какое-нибудь там соглашение, которое, опять-таки, могло обсуждаться годами. А сейчас постоянно, значит, приезжают сюда делегации, уезжают отсюда делегации, значит, государственные делегации, правительственные делегации и так далее. Значит, какие-то соглашения не требуют ратификации в парламенте, но значительная часть требует, в том числе межправительственных соглашений, парламентской ратификации. И помимо очередных законов, значит, идет еще вал межправительственных соглашений и так далее. То есть работы там непочатый край. Вам надо только сидеть и голосовать за все это. Да, там есть правила, да, которые предписывают, значит, определенные сроки, в течение которых проходят документы через парламентскую процедуру. Но, во-первых, значит, эти правила иногда, кстати, нарушаются для того, чтобы ускорить принятие закона. Но даже если эти правила не нарушаются, даже если там, значит, все чтения проходят, значит, в течение
отведенного на них периода. Я еще раз повторяю, что просто количество законопроектов такое, да, и плюс поправки же к этим законам вносятся. И к некоторым законам могут вноситься десятки поправок. Значит, их же тоже надо изучить, и вникнуть в них, и понять, как они меняют закон, как они меняют конкретные его статьи. Значит, все это непосильная ноша, значит, непочатый край работы. Значит, поэтому даже с такой точки зрения, значит, парламентская демократия не может обеспечивать государственную стабильность. Обеспечение государственной стабильности переместилось на уровень работы исполнительной власти, ее решений. Значит, санкция парламента фактически получается автоматически просто потому, что он доверяет исполнительной власти. Более того, в нынешних условиях, в европейских, в китайских, в российских, в американских, указывает практика и опыт, исполнительная власть при желании может в значительной степени повлиять на состав парламента. Авторитетная в народе исполнительная власть может повлиять на состав будущего парламента просто за счет того, что она поддержит определенную политическую силу. И потом эта политическая сила будет поддерживать конкретную исполнительную власть и так далее. Причем это глобальная тенденция перемещения центра тяжести от политической стабильности в стране на уровень исполнительной власти. А отсюда, кстати, и увеличение роли так называемых национальных лидеров. Неважно, кто им становится, там, президент, премьер, значит, в каждой стране бывает по-своему. Но Аятолла. Да, но если раньше стремились к размыванию полномочий, да, и размыванию авторитета, так как боялись установления диктатуры. Это еще с античных времен. Значит, старались, значит, разделить этот самый полномочий, старались сбить волну авторитета или харизмы авторитетных политиков для того, чтобы не было соблазна установления диктатуры. То есть сейчас, наоборот, стремятся к продвижению авторитетного политика. В Европе же нет национальных лидеров. Ни одного, ну хоть одного назовите. Нет, ну почему? Мы смотрите. Значит, Меркель вообще называли самым европейским лидером. В свое время самые там Качинские в Польше вполне, значит, выходили на уровень национальных лидеров. Значит, сейчас, кстати, там идет борьба тоже между Туском и Качинским, как потенциальными лидерами. Значит, в этом самом во Франции Макрон достаточно серьезно претендует на лидерство. Да у него 20% уровень поддержки. Другое дело, что он сейчас уходит, потому что у него заканчиваются президентские сроки. Вот. Но, тем не менее, он один из немногих французских президентов, который реально просидел 2 срока. Ну, вот. Да, интересная проблема. Там, допустим, вполне со статусом национального лидера справлялись в той же Франции там, Ширак, Миттеран, Германии, Коль. Я про последние, да. Продолжим эту тему. Ростислав Ищенко в эфире «Радио Спутник». Через несколько минут новости, затем мы вернемся в эту студию. Оставайтесь на орбите. Мы закончили наверное, может быть, кризисе представительной власти, парламентаризма во всем мире и вопрос передачи этой самой власти, что тоже важно. Да, так вот смотрите, значит, вы совершенно, кстати, справедливо усомнились в том, что отдельные европейские политики национальные могут быть лидерами, да, сейчас названы. Но в той же Европе, опять-таки, несомненно, есть такие лидеры, как, допустим, Орбан, Фицо, во всяком случае, которые в их национальном лидерстве усомниться сложно. Фицо, наверное, потому и стреляли, кстати, и сейчас пытаются свергнуть, что фактически, кстати, проблема упирается в одного человека. Считают, что если его уберут, то можно будет решить проблему изменения курса политического Словакии. Точно так же пытались убрать Орбана. В него, правда, не стреляли, но, значит, Майдан против него в свое время запускали еще где-то там в начале нулевых, по-моему. Значит, вот. Но давайте посмотрим на глобальную тенденцию, а потом вернемся к Европе. Значит, демократы практически сдают выборы республиканцам просто потому, что у них не оказывается человека, который может претендовать на позицию национального лидера. А Трамп, несмотря на свой эпатаж, может на эту позицию претендовать.
И в результате демократический электорат отказывается голосовать за Байдена и Харрис, потому что у них нет лидерских качеств. Байден просто, старый маразматик, а Харрис все время смеется. И они просто за них не голосуют. И при всей напряженности борьбы в Соединенных Штатах, которая там несколько раз выходила на грань гражданской войны, и, кстати, сейчас недалеко балансирует. Если в свое время при демократах республиканский Техас заявлял о том, что он готов выйти из состава США, то сейчас демократическая Калифорния готова выйти из состава Соединенных Штатов. То есть там все далеко не кончилось. Но демократы сознательно слили выборы, потому что им не было на кого поставить. Про Россию мы говорили. Китай, у которого долгие годы выполнялся завет Си Цзиньпина, по 10 лет у власти, потом меняется команда, сейчас концентрируется, то есть не Си Цзиньпина, а Дэн Сяопина, сейчас концентрируется на Си Цзиньпине, и его даже, кстати, обвиняют в работе на создание культа Си Цзиньпина, политического. То есть, опять-таки, на создание несомненного лидера национального, образа национального лидера. А вот проблема Европы заключается в том, что Европа дуалистична. В Европе есть евробюрократия, которая претендует на лидерство во всей Европе, но коллективная, евробюрократическая. Хотя там тоже идет борьба между разными, например, между председателем ЕС, председателем Еврокомиссии и так далее. Идет борьба за личное лидерство. Но на уровне евробюрократия борется за лидерство на всем европейском континенте с национальными правительствами. И поэтому там, где такая возможность есть, потенциальные национальные лидеры глушатся. И не случайно евробюрократия оказалась союзником Соединенных Штатов, допустим, в разрушении германской экономики. Потому что германская экономика мощная, делая Германию экономическим лидером ЕС, практически автоматически делала любого канцлера политическим лидером ЕС. А вот после того, как она разрушена, канцлер уже даже не всегда лидер Германии, потому что ему не на что особенно опереться. А предшественники могли опереться на серьезную экономическую мощь, на серьезную финансовую мощь. Поэтому в Европе мы видим просто как борьбу за лидерство. Борьбу за лидерство на разных этажах европейской системы. И поэтому сейчас, кстати, ставится вопрос, а будет существовать Европейский Союз или нет. И, опять-таки, евробюрократия опасается того, что правый поворот в Евросоюзе, который усиливает местные национализмы, поддержанный правым поворотом в Соединенных Штатах, может привести к распаду ЕС. И они сейчас об этом стали говорить, они именно этого боятся. А опять-таки распад ЕС возможен только путем появления сильных национальных лидеров в нескольких европейских странах. То есть фактически вопрос заключается в том, на каком уровне будет сформировано лидерство. Оно будет сформировано на уровне Европейского Союза, тогда они тоже рано или поздно придут к общеевропейскому лидеру, к новому фюреру. Или лидерство будет сформировано на национальном уровне, тогда будет выдвигаться масса национальных лидеров, а европейские структуры будут или слабеть, или вообще отменяться, в принципе. Это тоже дело опасное. Несколько раз к войнам приводило. Но, повторяю, тут это уже от нас не зависит. Дело в том, что любая концентрация власти в руках исполнительных структур за счет их иерархичности всегда стремится к концентрации власти в одних руках. То есть человек не обязательно эту власть всю реализует, потому что сейчас реализовать полностью власть даже в масштабах одной страны трудно одному человеку, поэтому он все равно ее кому-то делегирует. Но персонифицирует власть один человек. В этих самых для исполнительных структур. Поэтому вы, кстати, в перерыве сказали, что парламент вроде как ширмой служит. Это еще не ширма. Пока что это традиция, причем от которой
не стоит сразу отказываться. Во-первых, мы не знаем, как будут развиваться события в дальнейшем. Вполне возможно, что у нас опять появятся там идеологические партии на каком-то очередном этапе. Опять начнется борьба за разные взгляды на пути развития государства, на пути развития общества. И в этом отношении парламентская трибуна, возможность вести дискуссию в цивилизованном русле, она очень полезна. Потому что в противном случае это просто ругань в газетах, переходящая в перестрелки на улице. Значительно лучше вести эту дискуссию в парламенте. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, даже в том виде, в каком она сейчас существует, парламентская демократия является стабилизирующим для общества фактором. Вот попробуйте завтра сказать, давайте отменим Госдуму. Вам тут же скажут, вы что, хотите отнять у нас возможность избирать своих депутатов, голосовать за них там, и так далее. То есть это в какой-то степени дает народу возможность, ну, пусть не прямого, но участия во власти. Хотя бы там через выборы депутатов. Потому что с депутатом можно встретиться чаще, чем с президентом. Даже когда президент проводит, как Путин, значит, многочасовые беседы с народом, да, там раз или два раза в год, значит, то все равно он может... какие-то личные вопросы даже можно решить, не обязательно политические. Да, но он может узнать и сконцентрироваться на одной-двух проблемах. А депутат, избранный от округа, в значительно большей степени все-таки связан с проблемами собственного населения, может их транслировать на другой уровень. Это тоже, как бы, эту функцию никто все равно не отнимает у представительских органов. Главное понимать, какая функция становится на данном этапе более востребованной. Потому что мы все время говорим законодательный орган, мы называем это не только законодательный, но и представительский орган. То есть он представляет население, он обеспечивает связь населения и власти, собственно, исполнительной власти. Он обеспечивает в значительной степени потоки информации в прямом и в обратном направлении. И в этом тоже заключается очень серьезная функция. Это просто подобного рода структуры должны быть еще и гибкими, и достаточно быстро переносить центр тяжести своей деятельности с одной функции на другую. Ну, этого от политических структур, я думаю, мы не добьемся никогда, потому что, опять-таки, любая политическая структура стремится к бюрократизации, любая бюрократизация стремится к стандартизации и к исключению, значит, особой гибкости, да, к управляемости, к иерархичности. Но, тем не менее, как раз задача серьезной политической власти заключается в том, чтобы обеспечивать гибкость всех структур, начиная от президентской власти, заканчивая законодательной властью, там, исполнительной властью и даже местными властями. То есть работать с бюрократией, понимая, опять-таки, особенности бюрократической организации и понимая неизбежность и попыток консервации власти в рамках бюрократической организации, но при этом очень аккуратно, да, придавая дополнительную гибкость структуре. Потому что чем гибче политическая структура, тем эффективнее она работает. И тем большую стабильность она обеспечивает. А для нормального развития государства стабильность является важнейшим фактором, потому что в нестабильном государстве трудно заниматься какими-то долгосрочными проектами. Вы не знаете, что у вас будет завтра. И в этой связи вопрос, а как вы относитесь к возвращению отчасти династического правления? Ну вот это же мы видим, например, в Азербайджане, в Туркменистане. Намеки в Белоруссии сейчас появились. Я сейчас не говорю, да, может, такого и не будет. Но все-таки вот в этом смысле такая форма, она жизнеспособна? Ну, если эта форма существовала на протяжении столетий или даже тысячелетий, то, очевидно, она жизнеспособна. Вопрос в национальной традиции и в эффективности конкретно созданной системы управления. Понимаете, если у вас нет традиции династического правления, то вам ее сложно будет организовать. Просто потому что народ это не будет воспринимать.
Поэтому я думаю, что вот в Беларуси затея абсолютно бессмысленна. Те люди, которые, значит, сегодня будут клясться в том, что они, значит, поддержат династию, завтра же, как только почувствуют себя в силе, будут первыми же, кто начнет делить власть этой династии. Но для стран восточных, в принципе, это достаточно нормальная национальная традиция. То есть они видят в этом один из залогов своей стабильности. Для того, чтобы новые претенденты не начинали рвать страны в куски в борьбе за власть, они соглашаются с тем, что вот будет один верховный лидер, который будет таким образом передавать власть по наследству. То есть нету там во многих государствах Востока, поскольку там никогда не было идеи парламентского правления, и поскольку они существовали фактически все время в рамках феодализма, причем феодализма не с абсолютистской моделью, а со сословной моделью управления, то мы постоянно просто видим, как большие империи постоянно сотрясались борьбой за власть. Причем они могли разрушаться, воссоздаваться, потому что несколько претендентов могли растаскивать их на куски на достаточно длительные периоды времени. Потом они воссоздавались, потом опять разрушались. Некоторые гибли, потом возникала новая династия, которая опять собирала на том же месте ту же империю. Но, повторяю, это для них стандартная ситуация. И вот именно согласие местных элит с тем, что вот этой династии мы подчиняемся, да, она будет править, она передает власть по наследству, она обеспечивала им определенную стабильность. Они по-другому не умеют. В дальнейшем, просто опять-таки, демократическая традиция — это все-таки традиция. То есть она должна войти в плоть и в кровь. Она у нас еще не до конца прижилась. И непонятно, приживется ли до конца когда-нибудь, потому что, опять-таки, Россия очень специфическое государство с огромными пространствами. Значит, многие большие пространства просто малонаселенные и со сложностью управления. Да, еще, кроме того, еще и с большими региональными различиями. Ее трудно стандартизировать. Поэтому в России всегда была востребована очень сильная государственная исполнительная власть. Соответственно, всякие демократические институты всегда были в ней на втором месте и, в общем-то, далеко не всегда играли конструктивную роль в российской истории. Например, российский парламентаризм при Николае II, да, который создал, собственно, Государственную Думу, да, то есть создал парламентскую систему в России, он привел, по сути дела, к разрушению империи. То есть они ускорили этот процесс, и они его катализировали. То есть без трибуны Государственной Думы, значит, вполне возможно, что империя не пришла бы к таким катастрофическим последствиям. Кстати, опять-таки, тот же самый Петр, да, когда ему понадобилось проводить реформы, он фактически первое, что сделал, это ликвидировал, кстати, этот допотопный, но сословный парламентаризм сословной монархии. То есть Боярская дума растворилась во времени и в пространстве, была создана стройная бюрократическая система, и его последовательно эту систему шлифовали, потому что именно такая система позволяла эффективно управлять государством, в том числе и проводить реформы. Вот смотрите, есть еще фетиш такой демократический, несменяемость или сменяемость власти, да, всегда тычут нам в лицо этой штукой, этой субстанцией. И тут вопрос такой,
а вообще зачем это надо? То есть, если у вас есть процедура выборов, вы доверяете своему национальному лидеру, почему надо это ограничивать? Я как бы вот логика такая. Есть, например, успешная футбольная команда, Манчестер Юнайтед, условно говоря. Там есть сэр Алекс Фергюсон, он 20 лет у руля. Никто его не меняет после 5 лет на основании вот этих аргументов. Как только он ушел, Манчестер рухнул буквально. Ну, и примеров много. Или, я не знаю, там какой-нибудь режиссер театра, да, не знаю, Марк Захаров, светлая память ему, да, Ленком. Зачем было его менять? А здесь почему-то мы говорим только 2 срока. В политике нету идеальных решений. Значит, с одной стороны, да, безусловно, вы правы. Значит, власть должна удовлетворять народ. И если она народ удовлетворяет, то, в общем-то, ее можно и не менять. Но человек не вечен. И один человек не может находиться у власти постоянно. Если бы можно было бы сказать, ну, вы знаете, мы вот избрали там, президента, там, императора, кого угодно, да, он будет все время управлять страной. То есть поколения будут меняться, он будет оставаться и управлять, потому что он эффективен. Ну, тогда это вполне можно было бы решить таким образом проблему. Но человек смертен. И, как известно, он еще и внезапно смертен. Вот. И потом, как вы говорите, сильный лидер исчезает, и возникает проблема преемника. А просто хорошего управленца нельзя подобрать на улице. Он должен обкататься во всех этих государственных структурах. Он должен получить опыт работы, в том числе на высших должностях. И он должен подготовиться к этому самому. Если вы одну должность делаете вечной и неизменной, то люди же приходят командами. И, соответственно, как было при Леониде Ильиче, команда начинает костенеть. Потому что зачем я буду менять своих друзей, мы с ними прекрасно сработались. Они меня вполне устраивают. Ну, Путин же это делает, например. Ну, Путин, во-первых, постоянно пытается совершенствовать систему управления, которая ему досталась все-таки от его предшественников. Да? Путин пришел вообще практически один. И потом его команда постепенно разрасталась. Кто-то вообще не соответствовал, должности, но и просто уходил. Но вот если вы посмотрите даже по именам министров, да, извините, Шойгу, который был министром обороны и, кстати, до сих пор сейчас является замсекретаря Совбеза, то есть занимает вполне серьезную должность, он появился в российской политике даже до Ельцина. То есть он появился еще на исходе Горбачевского периода. То есть это, он был в путинской команде, но это человек, который пришел из других команд. И их было, вообще вагон и маленькая тележка. Они постепенно, кто-то отсеивался, кто-то оставался в этой команде, интегрировался в нее. И так далее. То есть в России шло формирование вот этой вот новой команды постоянно, при том, что менялись еще и требования к ней. То есть вначале было требование деолигархизации, потом было требование делиберализации, потом возникло требование уже патриотизации чиновничества и так далее. И в соответствии со сменой требований отсеивались новые и новые пласты людей, которые прекращали этим требованиям соответствовать. И я же вам говорил, что Путин фактически создавал, это точно как у Петра было, да, у него команда тоже создавалась на протяжении всей его деятельности. Точно так же, как у Ивана Грозного. Команда создавалась на протяжении всей его деятельности, потому что они создавали на пустом месте новую государственную систему. То есть старая отметалась, новая создавалась. Другое дело, что не Путин отметал старую, но он пришел фактически на пустырь. Ему надо было создавать новую систему с нуля. А это длительный период. Нельзя по щелчку пальцев организовать политическую команду. Во всех остальных случаях политическая команда начинает костенеть. Если она долго остается на месте ее лидер, он ее не меняет. Я говорю, подумайте сами. Вот вы пришли с вашими друзьями, которые эффективно с вами работают. Вы их не будете менять. Вы к ним привыкли. Чем дольше вы с ними работаете, тем больше вы друг к другу привыкаете. По результатам надо судить. А потом просто надо приходить к следующей команде. А где ее взять?
если она не обкатана. Есть такой момент. Поэтому приходится, значит, находить какую-то среднюю линию. Да, искусство баланса, конечно, и меры – это одно из величайших искусств. Спасибо большое. Ростислав Ищенко, обозреватель МИА Россия, сегодня был в эфире.